Черно-белая кошка по кличке Трупер прожила с пожилой женщиной всего несколько лет, но была невероятно предана ей и отказывалась покидать ее кровать в ее последние дни и часы. В 2014 году Алексис Хакни из города Таллахасси, штат Флорида, нашла в подвале своего дома маленького котенка. Кошка-мать запрятала свое дитя внутрь перегородки из гипсокартона, и Алексис пришлось разбить стену кувалдой, чтобы вытащить оттуда пищащего двухнедельного малыша. Саму кошку-мать Алексис так и не нашла, поэтому она решила взять котенка себе и выкормить его. А когда котенок подрос, то чаще всего стал проводить время с престарелой бабушкой Алексис. Моя бабушка Сара прожила с нами 18 лет. Она переехала сюда, чтобы помочь моей маме нянчить меня и мою сестру с братом, когда мы были маленькими. А потом она так и осталась и была настоящей главой нашей семьи, рассказывает Алексис. Когда Трупер была котенком, бабушка Сара помогала кормить ее молоком из бутылочки, и Трупер уже тогда тесно привязалась именно к ней. По словам Алексис, Трупер из тех кошек, которые раз и навсегда выбирают лишь одного человека, которого считают своим хозяином. Для Трупер им стала бабушка Сара. Бабушке было уже за 90 лет, но она старалась держаться бодрой. Однако в прошлом году на Рождество она сильно ослабела и почти перестала ходить. Вскоре стало ясно, что она уже не поправится. Уже тогда мы заметили, что Трупер почти все время проводит на ее кровати или сидит на кресле рядом с ней. А потом Алексис и другие стали замечать, что кошка начала приносить бабушке разные подарки. В основном это были мелкие вещи вроде детских игрушек или свернутых носков. Кошка таскала их из разных комнат и приносила в комнату бабушки. Чем реже моя бабушка могла ходить, тем чаще Трупер таскала ей подарки. Можно было часто увидеть, как кошка заходит в комнату моего брата, хватает в зубы его носки и уносит в комнату бабушки Сары. Там в ее комнате она клала их на пол возле кровати. По словам Алексис, бабушка Сара видела это и понимала все, и это до слез ее трогало. Иногда у бабушки начинался приступ паники, и тогда только Трупер могла ее успокоить. Она сразу же лезла к ней под руки, и бабушка начинала ее гладить и успокаивалась. Потом бабушка стала часто не понимать, где она находится, и в этом состоянии она могла сильно сжать кошку или даже ударить ее. Но Трупер словно все понимала, она никогда не царапалась в ответ и просто спрыгивала на пол и сидела там и ждала, когда все пройдет. В остальное время она всегда лежала на кровати с бабушкой. В марте 2018 года, не дожив всего несколько дней до своего 97-летия, бабушка Сара скончалась. Трупер была безутешной. После того, как бабушка умерла, кошка уже не хотела находиться в ее комнате. Я пыталась отнести ее туда, чтобы проститься в последний раз, но Трупер вырвалась из моих рук и убежала в другую комнату, где спряталась под кроватью. А когда тело бабушки увезли, Трупер перестала есть. А потом она стала ходить по комнатам и громко мяукать. До этого она никогда особо не мяукала, а тут словно кричала. Сейчас, спустя несколько месяцев, Трупер ведет себя уже спокойнее. Однако она все еще таскает разные мелкие вещи, в основном носки, и приносит их в комнату бабушки Сары. Можно сказать, что она смирилась с ее уходом и приняла это. После того, как недавно Алексис Хакни разместила эту историю на Facebook в большой группе Cool Cats Group, эта история широко разошлась по сети. Кошки часто несправедливо имеют репутацию тех, кто привязывается не к людям, а к месту. Но история Трупер и ее отношения с покойной бабушкой Сарой – нечто совершенно особенное. Конечно же, кошки не так эмоциональны, как собаки, но они тоже все понимают и тоже могут любить.